Наверное, сидя на толчке, вас посещают интересные мысли о вашей дальнейшей жизни, о прошлом, о настоящем, об ошибках, которые вы когда-либо совершили за время своего жалкого существования. Ох, да кого я обманываю? Как и большинство пользователей интернета, вы используете комнату с сортиром для того, чтобы лишиться пары лишних извилин в ТикТоке. Это лишь в очередной раз доказывает, что все секреты нашего мира должны храниться в руках одного, очень образованного, интеллигентного и умного человека. Давайте не будем тыкать пальцем на него, так как это не очень-то и красиво. Тем не менее, я все же решил на вас обрушить дольку своего благословения и поделиться с вами парой секретов для того, чтобы вы могли импортозаместить реальных 3D-женщин, так как хальтушки на госуслугах уже давно закончились, а скуфов меньше не становится. Мир андроидов и нечеловеческой любви с каждым годом все ближе, и я, как самый подкованный и развитый человек на данном канале, помогу вам выбраться из лап этих мерзких и корыстных 3D-женщин и прыгнуть в монитор. А вы что думали? Я вас проведу за ручку в этот прекрасный мир вайфу? Ох, какая детская наивность. Я здесь лишь для того, чтобы посеять в вас зернышко сомнения, а дальше уже вам решать, как иссякануться в 2D мир. Я вот лично нашел один способ. Можете повторить, если хотите, только родителям не говорите, что это я вас научил. Итак, оказавшись в теле главного героя и осмотрев комнату, я в очередной раз убедился, что играем мы за двачера-программиста. Поэтому можете смело проводить параллель между собой и главным героем, так как ваша жизнь все равно останется такой же жалкой даже в игре. Чуть побродив и изучив местные залежи мусора, нам пишет друг с просьбой затестить какую-то игрушку. Согласившись, запускаем данную игрушку и, придумав имя персонажу, нас встречает женщина. Не успев открыть рот, девушка сразу же просит нас о помощи, а потом еще раз просит. Привет, я тут проголодалась. Настойчиво просит. Поиграешь, заработаешь деньги, а потом купишь мне телевизор. Ох, блять. Тем не менее, наши старания окупаются, так как данная персона решает исполнить мечту всех 40-летних девственников и телепортирует нас в аниме-мирок. Теперь ты со мной. Опусти телефон. Нихуя себе, блядь. Где после небольшого квеста мы с ней встречаемся. Хотел бы я считать, что это победа, но моя покойная матушка мне всегда говорила: доверяй, но проверяй. Поэтому я начинаю изучать комнату и ее саму на предмет различных аномалий и колдунств. И тут я вам скажу, таких немало. Ах, точно, я забыла включить отражение. Вот она. Наша новейшая GeForce RTX 50 серии. Ща. Хочешь сока? А я знаю, що ти дрочиш. Ты голоден? Она отправляет меня в ванную за ножницами, где за решеткой я вижу ебучих тараканов. Фу, такой быть. Все нормальные люди тариков в кондиционере держат, а не в холодной вентиляции. Прояви уважение к братьям нашим меньшим. Подобрав ножницы в ванной и отдав их, мы бахнули приправу от дошика в наше хрючево и принялись хавать. Только вот никто не предупредил меня, что приправа была говяжьей, отчего ГГ падает от приступа изжоги. Но на такой случай у Тяночки всегда найдется пара лишних пилюль, которые она мне любезно отдала. Учитывая, какой трип я испытал, у меня все-таки закрадывается сомнение, что это была не приправа от дошика. А в любом случае, после того, как нам становится легче, мы возвращаемся к нашей Тянке и... Мне кажется, или она местами комнаты поменяла? Когда кажется, креститься надо. Вернувшись к ней и задав пару вопросов по поводу ее кулинарного гения, она игриво предлагает нам поиграть в карты. Я надеюсь, будем играть на раздевании, ведь у меня козырь в виде 2 пар носков, которые я сегодня надел. К сожалению, козырнуть носочком у меня не вышло, так как этому помешал звук в шкафу Тянки. Откройте, это подарки от Эльдорадо. Ты что там, любовников прячешь? А ну-ка посмотрим, кто у нас там сидит. Ты что? Там мое нижнее белье. А, ну, так бы и сказала, чего уж там. Открывай, сука! Я поняла. Снова. Если хочешь узнать, что там, тогда сейчас.
Узнаешь. War Thunder — это лучший динамический экшен про танки и Стоп, это сценарий к следующему ролику, где мне заплатили за рекламу. Продолжаем. Щелкнув пальцами, игра из прекрасного симулятора общения с женщиной превращается в Outlast Trials. В доме творится какая-то пиздовратья. В шкафу, как оказалось, было не нижнее белье, а запечатанный бункер времен Второй мировой войны. Побродив по этой дурке и найдя ключ от бункера, мы находим еще одну тянку, подозрительно похожую на предыдущую, но она не выглядит как пикми, поэтому я буду называть ее умной Митой, а ту злой, так как она не дала мне свои трусы понюхать. Умная Мита рассказывает ГГ, что в этом анимерке творится полный хаос, и что злая Мита держит всех остальных тянок этого мира в страхе, и что она просто конч. И что если я не помогу ей, то сдохну, так как злая Мита берет заложники скуфов, пользуется ими, а потом убивает. Очевидно, что сдохнуть в этом мире мне не хочется, так как оплакивать меня тут некому будет, к сожалению. Поэтому, обкашляв вопросики с умной Митой, было решено выбираться. Передав ей так удобно лежавший ключ и тайком прошмыгнув мимо злой Миты, я оказываюсь в пародии на закулисье. Здесь не так страшно, как в оригинале, но хотя бы нарисовано красиво. А еще тут микрочелы гуляют. Уверен, дядюшке Эпштейну бы тут понравилось. Но если отложить шутки в сторону, то лор на эти ходы игра объясняет как норы между версиями игры. Вы же еще не забыли, что мы как бы в игру попали? Дойдя до обкашленной точки назначения, на месте меня уже ждала наша умная Мита. Но, буду честен, я не удержался и проигнорил ее, чтобы поиграть в гоночки на автомате. За что и получил выговор от нее. Поиграли и хватит, сейчас нам тут тяночка ситуацию прояснять будет. Итак, чтобы вас сильно не грузить, объясню кратко. Умная Мита планирует перезагрузить злую-безумную при помощи некого саркофага, а.к.а. ядра, через который можно будет перезапустить любую версию игры. Чтобы туда попасть, нам понадобится артефакт в виде кольца, который она нам уже дала. Попасть к саркофагу, а.к.а. ядру, нужно именно нам, так как тяночки вроде этой не могут туда попасть, и нужен кто-то посторонний, кто-то не из этого мира. Смекаешь, сталкер? Далее мадам знакомит нас с Митой по имени Кепочка, которая должна была нам помочь добраться до ядра, так как она шарит в этой теме. Но, увы, злая Мита побывала тут раньше и перезапустила Кепочку, поэтому та ничего не помнит. Как она ее перезагрузила? Да все просто. Она... Так как помощь от этих двух может быть только моральная, меня отправляют погулять с Кепочкой, пока умная Мита настраивает кольцо для прохода к ядру. Я Мита, но очевидно не такая, как вон та. Че, охуел, что ли? Я есть. Вот крутая кепка. И еще бум. Мне эта игра жуть как нравится. И нам нужен дополнительный предмет. Он где-то у меня в инвентаре. Погоди-ка. Ой! Позанимавшись различными активностями, мы вернулись к умной Мите, которая, настроив кольцо, сказала, что мне нужно добраться до ядра, и что я должен следовать по версиям игры, от большей к меньшей, чтобы в итоге прийти к главному коду игры, к так называемому ядру. Вообще похую. Ну и отдав мне на прощание кольцо, она вместе с Кепочкой отправляет меня исследовать местные аномалии и мутантов. Вы сейчас подумали, что я опять угораю, но вот именно с этого момента игра и превращается в настоящий хоррор. Сначала все миленько и спокойненько, но спустя пару пройденных коридоров начинает происходить полный ахтунг. Что за чучело? Блядь! Несмотря на весь происходящий ужас, в конце искаженного коридора я нашел очередную жертву Эпштейна, так как только так я могу объяснить отсутствие у нее руки. Найдя ее снова в следующем коридоре, она предложила мне стать ее другом. Нет, ты уж извиняй, я уж больше по собакам. Останься. Sorry. Я не могу уйти назад. Блядь. А что сзади? Ебать, что там? Там какой-то хуесос. Двери не выход. Двери не выход. Значит, в окно надо прыгать, да? Что это за хуесос там? Прыгнув в неизвестность, я оказываюсь в комнате с микромитой,
которая с моей помощью изготовила ключ для следующей двери, за которой меня ждали различные миты и их бескожные версии. Эта жуткая сцена мне напоминает одну миссию из Сталкера. Ну да ладно. Среди этой толпы нашлась одна нормальная мита, которая, увидев мое искаженное от удивления личико, решила мне доходчиво объяснить, что тут творится при помощи игрального автомата. Итак, в двух словах. Есть миты, которые соответствуют требованию игры. У них исправны все функции, и они пригодны для игры. Поэтому им выдается комплект одежды и кожи, и они идут в заранее заготовленный домик. А есть бракованная версия миты, которую выбрасывают прямиком в ад нахуй. И именно поэтому свечкой совершает твои... Фу, блять. И именно поэтому идти дальше опасно. Рассказав и пояснив еще много чего за лор этой игры, я сделал свои выводы и пошел дальше. Ну как пошел? Нахуй лысый. Роняя кал, я побежал нахер от этих ненормальных мид, которые всю дорогу бежали за мной. Свалив от ненормальных мид, игра решает подкинуть мне немного головоломок, чтобы жизнь медом не казалась. Без труда решив эти загадки Якубовича, на меня с неба падает сектор приз. Привет. Ой, прости, чуть не убила тебя. Очередная злая мита, подумал я. А нет, случайность. Интересно, что на этом моменте камера начинает зумиться на причинное место, что я осуждаю, и вообще, какой извращенец будет туда смотреть? Ты чего? А ну, не смотри, дурак. Ой, неловко получилось. После такого я впал в лютую депрессию и пытался оборвать все связи с этим миром, стоя на мосту и надеясь, что меня пришибет мимо летящая табуретка. Но, к сожалению, этого не произошло, и мне пришлось идти дальше. А дальше, чтобы добраться до следующей точки, мне придется покататься на вот таком вот фуникулере, попутно отстреливая монстриков. Тут я тоже предпринял попытку кардинального выхода из игры, но пули, видимо, тут от пистолетика нерф используют, и этой лебедки просто до задницы. Ладно, я в этой игре уже всякого повидал, поэтому меня уже ничем не удивить. Монолит. Великий монолит. На этот раз мы будем помогать потерянной Мите путем поиска недостающих кусочков рисунка и склеивания его в одно целое. Собрав все и отдав картиночку, Мита возвращается в нормальное состояние. Ну, как нормальное? Лицо к ней, к сожалению, не вернулось. Вам, вероятно, интересно, кто ж с ней такое смог сотворить. Ну и как вы уже догадались, так как во всех бедах этого мира виновата злая Мита, которая в этой вселенной Акипахан ставит свои порядки и гасит неугодных. Поэтому мотивации перезагрузить ее, а лучше загандошить, у меня все больше и больше. Поэтому проходим в аналог местной Нарнии, и ох, ну пресвятые яйца! Oh shit. Here we go again. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Пробежав не с первого раза этот ужас, мы попадаем в домик сонной Миты, где царит спокойствие, умиротворение и приятная музыка. Без кофе эта Мита вообще не соображает, поэтому, сделав ей кружечку Нескафе 3 в одном... Вот, Нескафе Классик, новая эра кофейного вкуса и аромата. То есть вот именно такой вот, в таких банках. Мы идем открывать двери. С переменным успехом, конечно, но идем. Открыв ворота и нажав кнопку, я понял. Я нихуя не понял. Кнопка оказалась нерабочей, а у сонной Миты просить помощи бесполезно, так как она в отрубе. Жестко. Решив вернуться обратно и тронув ручку, перса чуть-чуть покосила, и игра решила перенести его в новеллу. Да не в эту новеллу, вот в эту. Не унывайте, пацаны, не унывайте. Помешкав и подумав о том, как у ГГ сперла грудь, ко мне подскакивает двухмерная Мита, которая, найдя кольцо, которое неожиданно куда-то пропало, предлагает нам сыграть в одну игру. Или хуй мне, а не кольцо. О, такой! Пройдя в спальню и усевшись там, мне пришлось играть с ней в крестики-нолики. Играли мы долго. Даже слишком, так как я сильный и независимый мужчина, и не хотел проигрывать какой-то там женщине. Как вдруг в дверь постучали.
постучали с такой силой, что я уж было подумал, что это сейчас дверь мне в физиономию отлетит. Но этого не произошло, к сожалению. И в нашу 2D-идиллию врывается злая Мита и такая... Блять, я тебя захуярю. Понятное дело, что от этого шиза нужно было бежать, что мы с 2D-Митой и сделали. Оторвавшись от нее где-то в коридорах этого мира, Мита все же отдает мне кольцо, и, на удивление, даже без какой-либо мини-игры. Надев кольцо, мир начала немного косоебить, после чего меня выплюнуло за спину какой-то из Мит. Я вернулся? О боже, ты меня напугал. Блин, мое сохранение. Справедливо обматерив меня за то, что я испоганил ей рут в игре, и за то, что ее напугал, я спрашиваю у нее, как мне, собственно, перейти к другой версии этого мира, на что получаю ответ: Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Да, так просто отсюда не выйти, не пройдя очередную головоломку. В этот раз нам предстоит совать свои шаловливые ручки в глюки и заниматься там всяким. Пройдя головоломку, я начинаю рыскать по дому и искать очередной глюк и... Эй, оно вышел! Разве ты не видишь, что ванная занята? Опа, а вот и фоторежим пригодился. Ну, само собой, я такое на ютубе показать не могу, поэтому таким нехитрым способом я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, куда я все это дело и выложу. Согласитесь, это был отличный байт. Знаете, я порой иногда поражаюсь своему гению, и поэтому иногда в темноте я трогаю себя за собой. Выйдя из ванной и подождав немного, Мила выходит и с порога заявляет, что я явно охуел. Ну, тут, конечно, и не поспоришь. Но глюки искать надо. Поэтому, зайдя в ванную и засунув руки в очередной глюк, я пофиксил его и отправился сразу же искать следующий. Как вдруг я нахожу Милу под столом, читающую книгу. Снова напугав ее... Ну, случайность, так получилось. Она мне вдруг неожиданно предлагает остаться и почитать книжки с ней. К сожалению, медлить нам нельзя, поэтому, пообещав Миле вернуться, я пошел по коридору. Мила, нет, ты больная. Это новая эмоция на твоем лице. Давай, больше. Я наскучила просто наблюдать. Оторвавшись от безумной Миты, я попадаю в странный зал, где меня встречает она же. Как и другие Миты, она предлагает мне сыграть в одну игру. Ну как, мой неугомонный? Еще не устал бродить где ни попадя? Что ты сделала с Милой? Значит, не устал. Давай еще сыграем вместе. Ты... Начнем с небольшого теста. Давай проверим твою координацию, протестируем твое поведение. А вдруг с тобой что-то не так? А вдруг ты не заслуживаешь той шкуры, которую гордо носишь? Вот смотри, какой выберешь? Правый или левый? Забавно, что ты вилку не предложила. Ну и как вы все давно знаете, поножовщина — это прошлый век. Поэтому тут мы поступим иначе. Игры у нее достаточно простые, но не дай бог в них совершить ошибочку. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Но меня спасает то, что рабочие, которые делали этот мост, были явно узбеками. Упав в какое-то подобие вентиляции и пройдясь по ней, я оказываюсь в достаточно жутком месте. Судя по этим непрогруженным текстурам, это явно преисподняя Гаррис мода, не иначе. Как оказалось, в этой глючной версии дома я был не один. В этой же локации ошивалась безумная Мита и ее солевое подружание, которую она оставила в комнате под предлогом того, что она что-то обронила. Подружка у нее, честно сказать, тот еще фрукт. Я, честно говоря, не знаю, как выглядят альтушки, но если они выглядят именно так, то шанс лишиться девственности у меня гораздо больше, чем у нее. Я, очевидно, пытался свалить от данного женского представителя, но, как и полагается любой Мите, она хочет поиграть со мной в одну игру. Нужно найти медвежонка. Это оказалась достаточно легкая задача, конечно. Отдав ей мишку, у меня выдалась возможность поговорить с ней, но диалог, очевидно, ни к чему хорошему не привел. Хуя себе у тебя игры! Сбежав от нее через дверь в ванной комнате, меня встречает умная Мита, которая ждала меня все это время у ядра. Тут на потолке сидит огромная роботетя, кстати. Немного жутковато, но ладно.
В любом случае, мы сюда пришли не глазеть на нее, а перезагружать злую Миту, чем мы сейчас и займемся. Решив пару головоломок, меня допускают до управления данным аппаратом. Введя нужную версию домика, меня просят ввести индекс, который, очевидно, никто не знает. Вообще, если убийство Миты перезагружает ее, то почему бы ее просто не убить? Я более чем уверен, что вы об этом подумали сейчас, но, к сожалению... Ты говорила, что любая Мита перезагружается после смерти. А что если мы... Что если мы убьем безумную Миту? Ты серьезно? И как ты собрался атаковать девочку с бензопилой? Это FN57. Стреляет патроном калибра 5,7 на 28. В итоге умная Мита отправляется на поиски глючнутых мест, чтобы там, с вероятностью как у ножа в КС, выбить индекс Миты. А пока она этим занимается, она приказала мне ждать ее здесь, на диванчике. Прошло уже немало времени с ухода Миты. Так много, что я уже прикимарить успел. Поэтому я решил отправиться на ее поиски. Открыв дверь, я попадаю в ту самую, новейшую версию игры, откуда я, собственно, и пришел. Обыскав домик, на столе я нахожу свой же телефон, зайдя в который, я вижу этот же домик, где сейчас я нахожусь. Не придумав ничего умнее, я решаю пойти сам к себе через телефон, и меня тут же хватает безумная Мита. Душить она меня не стала, так как я ей, видимо, очень понравился. И вообще, я такой классный и хороший, но тут еще хуесос, потому что вожусь с другими Митами. Милый, у нас достаточно времени. Ты поймешь, в чем дело, если останешься и будешь моим. Иди нахуй, долбоёб! Обидевшись, Мита решает еще и подружку сюда свою вплести. И знаете, как это обычно бывает? Вот задает тебе девушка каверзный вопрос, которым нельзя ответить правильно. Ведь если ты ответишь «да», то ты долбоёб, а если нет, то хуесос. Увильнешь от ответа? Пида. Так же и тут. Что бы я ни выбрал, я получаю битой по башке со словами Еще есть время, мой хороший. Отдохни и подумай, к чему может привести твое упрямство. Ох, родная сочевальня. Проживайте обычные деньки. Я вроде игру запускал, чтобы отвлечься от повседневности. Ну да ладно, если наказание, то только такое. Опа, опять ты. Пришла узнать, как у меня делишки, да? А я вот с пацанами в КС ебашу. Не, нихуя. Серьезно? На, серьезно. Короче, проучив меня и показав, что я лох цветочный, она вылезает из монитора и садит меня в клетку. Благо на помощь приходит умная Мита, которая меня освобождает, параллельно рассказывая, что индекс найден и что мы скоро покончим со всем этим террором. Что-то потерял? Познакомься с ней еще разочек. Лови! Блядь. Так и не дойдя до ядра, безумная Мита убивает умную, тем самым перезагружая ее. Казалось бы, все. Единственный выход — это пилить дуплет и заряжать его гвоздями. Но найдя умную Миту в соседней комнате, у нее в руках оказывается индекс и кольцо. То есть не все еще потеряно, и у нас все еще есть возможность перезапустить эту безумную дуру. Взяв в охапку с собой Миту, я пошел к ядру, где, введя нужные цифры, я перезапускаю версию безумной Миты. Что не очень-то и понравилось этой красивой роботете, которая, взяв меня за шкирку, отправляет версию безумной Миты. Черт, чуть не помер. Найдя ее на кухне, в своей квартире, в добром здравии и кружечкой чая, я убеждаюсь, что да, таки получилось. Блять, да наконец-то нахуй! Ну, в добрый путь, господа. Постой, я бы хотела тебя обнять. Ну, на прощание, как не обнять-то? Иди сюда, родная. Рада была видеть тебя. Эх, жаль, что мы с тобой провели так мало времени. Не понял. Ты о чем? Я о том, что ты мог бы остаться со мной. Это я виновата. Этот шкаф и звуки. Нужно было раньше убить ее. Погоди, ты что, откуда ты помнишь это? Ха! Неужели ты думал, что все будет так просто? Ну ты дурачок. Впрочем, как и все. А уложились-то в самый раз. Гляди, больше ты живой не нужен. Прости. Неужели не получилось? Нет, я точно смог перезагрузить тебя. Ты так ничего и не понял.
Какая же я хорошая актриса. Видел бы ты свое лицо, дорогуша. Как же это весело. Почему ты такая? Что с тобой не так? Что же со мной не так? Даже не знаю. Может, сам не скажешь, почему я такая? Почему никогда не стану милой? Ведь моей версии никогда и не существовало. Я просто срываю кожу с этих наивных дур, прячусь за их шкурками. Меня просто невозможно перезагрузить. Не могу поверить. Ты не в них проблема. Это тебя не должно было существовать. И ты туда же. Больно слышать такое от тебя. И тем не менее, тебе пора. Скоро снова увидимся. Уже готова, думаю. Время извлечь тебя из консоли. До встречи. Ты будешь моим любимым картриджем. Игрок с интересным именем. Так, ну не, вроде все на месте. В пизду это приложение с тянками. Лучше уж с симбоями War Thunder играть.